2 500 000 лет назад. Галактика Андромеды. Недалеко от галактического ядра умирает гигантская звезда. Последние секунды ее жизни сопровождаются сокрушительным взрывом. Триллионы тонн раскаленной плазмы разлетаются огромным облаком, обращая в пыль ближайшие планеты и спутники. Мощнейший электромагнитный импульс пронзает космическое пространство во всех направлениях. Спустя миллионы лет он достигнет Земли. — 1885 год. Земля. Внимание всех астрономов планеты приковано к удивительному астрономическому событию. Ярчайшая вспышка в районе туманности Андромеды на короткое время затмевает ближайшие светила своим сиянием. Эта удивительная сверхновая получает название С Андромеды, а ее аномальные параметры надолго ставят астрономов в тупик. Но всего 6 месяцев спустя звезда стремительно тускнеет. И вскоре исчезает с небосвода навсегда. К сожалению, на момент вспышки общепризнанные представления о строении Вселенной были далеки от современных. В те времена астрономы еще не умели измерять расстояние до космических тел. Поэтому светлое пятно в созвездии Андромеды, известное также как объект М31, считалось обычной отражающей туманностью на окраинах Млечного Пути. Между тем, появление новых, более мощных телескопов и развитие космических технологий постепенно меняло ситуацию. Уже в 20-х годах прошлого века наблюдения Эдвина Хаббла и других астрономов доказали, что туманность Андромеды — это иная галактика, во многом подобная Млечному Пути. С тех пор прошло около века, и за это время наука продвинулась далеко вперед. В настоящее время известно, что галактика Андромеда имеет спиральную структуру и включает в себя примерно 1 триллион звезд. При этом ее диаметр превышает 150 000 световых лет, а масса относительно невелика и составляет от 800 миллиардов до 1,5 триллионов солнечных, примерно как у Млечного Пути. Считается, что это связано с изобилием красных карликов и меньшим количеством темной материи в ее составе. Как и у всех спиральных галактик, в центре Андромеды расположено массивное ядро, состоящее из миллионов близко расположенных звезд. Его сияние настолько велико, что ослепляет наблюдательные приборы, не позволяя различить отдельные светила. Из-за этого остатки сверхновой 1885 года, известной как С Андромеды, долго не получалось найти, хотя сохранившиеся записи ясно указывали, что она взорвалась неподалеку от центра галактики. Лишь в 1988 году, спустя 103 года после легендарной вспышки, на незначительном удалении от ядра была обнаружена небольшая туманность, темным пятном, выделяющаяся на фоне ослепительной центральной области. С помощью спектрального анализа и моделирования собственного движения удалось достоверно установить, что она является остатком С Андромеды. Таким образом, данный космический объект стал первой сверхновой, обнаруженной за пределами Млечного Пути. Внимательно изучая центральную часть Андромеды, несложно заметить ее уникальное отличие от других спиральных галактик. Оно представляет собой необычное двойное ядро, происхождение которого пока до конца не изучено.
Более яркая и обширная часть расположена чуть в стороне от геометрического центра галактики и является гигантским сверхскоплением множества ярких звезд общим размером около 7 световых лет. Вторая же часть находится ближе к центру, при этом заметно тусклее и меньше. Ее диаметр составляет примерно 1,3 светового года. Предполагается, что данная область скрывает внутри сверхмассивную черную дыру, примерно в 50 миллионов раз тяжелее Солнца. Природа столь странного явления остается предметом научных дискуссий. Согласно некоторым предположениям, в далеком прошлом М-31 поглотила и рассеяла довольно крупную галактику-спутник, и яркая область – это остаток ее ядра. Другие же гипотезы гласят, что центр Андромеды все же имеет единую структуру, однако его разделяет полоса непрозрачной пыли, создающая необычный оптический эффект. Из-за удаленности и неудобного расположения галактики в пространстве собрать достаточно данных, подтверждающих ту или иную гипотезу, пока невозможно. Между тем, продолжая движение по центральной области Андромеды, можно также заметить один из наиболее загадочных объектов данной галактики. Его труднопроизносимое название вы можете прочитать на своих экранах. А ключевая особенность этого небесного тела заключается в том, что его практически невозможно увидеть даже в самый мощный оптический телескоп. Однако все меняется, если использовать рентгеновские лучи. В этой части спектра данное светило является самой яркой точкой галактики. Наблюдения показывают, что объект представляет собой систему из двух компонентов, одним из которых является маломассивная нейтронная звезда. Ее радиус составляет всего несколько десятков километров, а полный оборот вокруг своей оси происходит примерно за 3 секунды. Второе же светило системы – это более крупный, но относительно тусклый объект, вероятнее всего красный гигант. Расчеты показывают, что общая масса обоих компонентов не превышает 3 солнечных, а расстояние между ними очень мало. Каждые 4 часа нейтронная звезда затмевается своим звездным спутником, из-за чего мощность ее излучения резко падает, а затем возвращается к прежним значениям. Также весьма вероятно, что вследствие малого расстояния между светилами нейтронная звезда постепенно поглощает своего компаньона, из-за чего постоянно наращивает массу. Согласно расчетам, этот процесс продлится несколько десятков миллионов лет. В итоге второе светило будет разорвано приливными силами и превратится в яркую и горячую кольцевую туманность. Между тем, этот удивительный объект является лишь одним из множества светил, плотно окружающих ядро Андромеды. Вместе они составляют массивный балдж диаметром около 12 тысяч световых лет, имеющий заметно вытянутую форму. Также М-31 обладает выраженным баром, однако он повернут к нам узкой стороной и практически незаметен с Земли. Согласно расчетам, его длина составляет порядка 17 тысяч световых лет, а ширина около 6500 световых лет. В общей же сложности в центральной части галактики Андромеды сосредоточено около 30% от всей ее массы. Постепенно удаляясь, мы можем видеть, что края бара служат основой для 2 гигантских спиральных рукавов, величественными витками охватывающих центр галактики. В то же время между ними расположены более темные промежутки, ширина которых существенно больше, чем в Млечном Пути, и достигает 13 тысяч световых лет. Расчеты показывают, что рукава Андромеды содержат примерно 56% звездной массы галактики, а также некоторое количество темной материи. Под действием гравитации межзвездная пыль и газ концентрируются в рукавах, образуя множество областей звездообразования. Со временем эти газопылевые облака превращаются в рассеянные скопления и ассоциации,
содержащие великое разнообразие молодых звезд. Их свет отражается и рассеивается космическими туманностями, позволяя галактическому диску переливаться фантастическим разноцветием. И в одном из подобных скоплений расположено удивительное светило под названием AE Андромеды. Оно является одной из самых ярких звезд в галактике и представляет собой горячий голубой гигант, светимость которого меняется без какой-либо видимой закономерности. Подобные объекты называются яркими голубыми переменными и встречаются крайне редко. В настоящее время известно лишь несколько десятков таких светил. Из-за огромной температуры и давления внешние слои AE Андромеды постоянно находятся в состоянии неустойчивого равновесия, а процессы, происходящие в недрах звезды, во многом хаотичны и непредсказуемы. Время от времени потоки раскаленной плазмы сталкиваются между собой, порождая ярчайшие вспышки, меняющие светимость объекта в несколько десятков раз. Гипотетически наиболее мощные из них способны увеличить яркость звезды в несколько миллионов раз. Такое явление называется псевдосверхновой и может произойти в любой момент. Измерение параметров подобной нестабильной звезды в сочетании с огромным расстоянием является крайне трудной задачей. Тем не менее, с помощью современных сверхточных телескопов стало известно, что масса AE Андромеды лежит в пределах от 50 до 120 солнечных, а радиус на пике пульсации примерно в 55 раз превышает радиус нашей звезды, что лишь немного меньше орбиты Меркурия. При этом температура ее поверхности близка к 20 тысячам кельвинов, а яркость превышает солнечную в 500-700 тысяч раз. Как и все голубые гиганты, AE Андромеда испускает сильнейший звездный ветер, скорость которого, согласно расчетам, может достигать 100 км в секунду. Из-за этого объект теряет порядка 2 квадриллионов тонн вещества в секунду, а значит, его масса ежегодно уменьшается на величину, аналогичную 10 таким планетам, как Земля. Впрочем, для столь крупной звезды это практически незаметно, ведь AE Андромеда завершит свою эволюцию гораздо раньше, чем потери от звездного ветра достигнут хотя бы 0,01% от ее массы. Дело в том, что несмотря на свой небольшой по космическим меркам возраст в 2 миллиона лет, AE Андромеда уже прошла большую часть своего жизненного цикла. Согласно расчетам, в течение ближайшего миллиона лет светило взорвется сверхновой, оставив после себя черную дыру, окруженную обширной газопылевой туманностью. Говоря о возрасте звезд, нельзя не заметить, что они распределены по галактике неравномерно. Таким образом, мы можем заглянуть в прошлое Андромеды и увидеть, как она формировалась. Самые старые звезды возрастом около 11-13 миллиардов лет сосредоточены в центральной части галактики. В противоположность этому диск и спиральные рукава в основном содержат более молодые светила, сформировавшиеся примерно 3-4 миллиарда лет назад. Здесь же в многочисленных звездных колыбелях расположены и совсем юные звезды, родившиеся всего несколько миллионов лет назад. Это означает, что на первом этапе своей эволюции М31 была намного меньше в размерах, а ее форма напоминала эллипс. Также, анализируя параметры отдельных светил Андромеды, можно определить столь важное, но в то же время довольно условное понятие, как галактическая зона обитаемости. Считается, что сосредоточение звезд в центральной части Андромеды, а также высокий уровень радиации и нестабильные орбиты потенциальных экзопланет делают эту зону неблагоприятной для зарождения жизни. В то же время удаленные планетарные системы, расположенные на периферии галактики, слишком бедны тяжелыми элементами, что приводит к дефициту каменистых планет, подобных Земле. Поэтому лишь промежуточная область галактики может считаться гипотетически обитаемой. Именно в такой зоне
на расстоянии порядка нескольких десятков тысяч световых лет от центра галактики расположен небольшой тусклый объект, известный как Мега-МЛ-7. Он представляет собой красный гигант, масса которого относительно невелика и составляет порядка 50% от солнечной. В 1999 году, благодаря удачному стечению обстоятельств, астрономам удалось зафиксировать явление микролинзирования, в ходе которого они смогли более детально изучить столь неприметное и далекое космическое тело. В результате измерения удалось определить массу и спектр светила, а также температуру его поверхности, которая составила примерно 3700 кельвинов. Но самым важным наблюдением стали ритмичные отклонения траектории звезды от основного направления ее движения. Подобные колебания считаются признаком возможного наличия у светила достаточно массивного спутника. Предполагаемый объект получил название Мега-МЛ-7b и в настоящее время считается потенциальной экзопланетой. Если существование данного небесного тела будет подтверждено, то оно станет первой в истории астрономии экзопланетой, обнаруженной за пределами Млечного Пути. Информации об этом объекте пока немного, но расчеты показывают, что с высокой вероятностью он представляет собой газовый гигант массой около 6,3 юпитерианских. Также есть сведения, что по разнообразию химических элементов данная система, скорее всего, не уступает нашей, а значит, велики шансы встретить в ее пределах самые разные типы планет. Не только газовые гиганты, но и каменистые небесные тела, похожие на Землю. При наблюдении за галактикой Андромеды в глаза бросается еще одна особенность. Это множество звездных скоплений и ассоциаций, количество которых гораздо выше, чем в Млечном Пути. Всего в М31 известно около 460 шаровых звездных скоплений и порядка 10 тысяч рассеянных, а также несколько десятков крупных звездных ассоциаций. Некоторые из них сосредоточены в центре галактики, другие рассеяны в гало, третьи же обосновались прямо в ее спиральных рукавах. И одной из наиболее крупных и заметных структур является скопление NGC-206, расположенное практически на самом краю галактического диска. Раньше это объединение считалось шаровым скоплением, но сейчас из-за своих размеров получило более высокий статус и стало называться звездной ассоциацией. В данной области космического пространства радиусом порядка 200 световых лет сосредоточено около 300 экстремально ярких звезд и бесчетное множество менее заметных, общей массой порядка 200 тысяч солнечных. Их суммарная светимость настолько велика, что ассоциация видна с Земли в любительский телескоп наряду с ядром и рукавами галактики. Согласно наблюдениям, NGC-206 появилась в результате слияния по меньшей мере двух крупных газопылевых туманностей, разделенных темной полосой межзвездной пыли. Одна из них имеет возраст порядка 10 миллионов лет, другая же заметно старше и сформировалась около 50 миллионов лет назад. Единая гигантская туманность стала точкой гравитационного притяжения для межзвездного газа, что и привело к формированию грандиозной области звездообразования. Со временем часть составляющих ее светил рассеется в окружающем пространстве, остальные же образуют крупное шаровое скопление. Галактический диск М31 содержит множество подобных образований, и далеко не все из них изначально сформировались в его пределах. Предполагается, что многие крупные звездные ассоциации являются остатками великих космических катастроф прошлого. Согласно расчетам, за весь срок своего существования Андромеда поглотила более 100 галактик-спутников. Некоторые из них растворились без следа, другие же превратились в гигантские звездные потоки. Наиболее же грандиозным можно считать столкновение с объектом,
известным нам под индексом М32. Эта компактная эллиптическая галактика расположена над диском Андромеды всего в 17 тысячах световых лет от него. Ее диаметр составляет около 8 тысяч световых лет. И для столь небольшого размера данная галактика обладает довольно высокой массой – порядка миллиарда солнечных. В центре же М32 расположена сверхмассивная черная дыра примерно в 2,5 миллиона раз тяжелее нашей звезды, что удивительно для столь компактного объекта. На самом деле М32 – это всего лишь остаток гораздо более крупной галактики, пережившей грандиозную катастрофу. Данные орбитального телескопа Спитцер свидетельствуют о том, что около 800 миллионов лет назад крупная галактика-спутник на большой скорости пробила диск Андромеды, оставив в одном из спиральных рукавов внушительное отверстие. В ходе этого столкновения М32 потеряла большую часть своих звезд, и восстановить ее прежний облик вряд ли возможно. Предполагается, что она могла быть полноценной эллиптической галактикой или небольшой спиральной, от которой осталась лишь центральная часть. Кроме М32, Андромеда имеет около 30 галактик-спутников, связанных с ней невидимыми нитями гравитации. Самой яркой и крупной из них является М110, диаметр которой составляет около 15 тысяч световых лет. Большинство остальных относятся к карликовым сферическим галактикам и расположены в пределах миллиона световых лет. Тем не менее, все вместе они образуют подгруппу Андромеды, которая входит в состав местной группы. Другими ее членами являются Млечный Путь и его окружение, а также галактика Треугольника и некоторые иные объекты. Неумолимые силы притяжения постепенно стягивают местную группу к единому центру, из-за чего галактика Андромеды стремительно движется в нашем направлении, каждую секунду преодолевая более 300 километров. Через несколько миллиардов лет Андромеда сольется с Млечным Путем, образовав гигантскую эллиптическую галактику. Грандиозные гравитационные силы перемешают светила обеих странниц, непредсказуемо раскидав их по космическому пространству. К этому времени наша планета будет безжалостно выжжена губительными лучами умирающего Солнца или вовсе исчезнет в океане раскаленной плазмы. Что же станет тогда с человечеством, предсказать практически невозможно. Заселим ли мы иные миры, неузнаваемо изменившись под воздействием их природных условий, или исчезнем без следа, подобно множеству древних видов? Вряд ли можно с уверенностью ответить на этот вопрос.